Привет, друг! Ты на канале Батин Суп, и сегодня у нас фаршированные перчики. В этом видео я покажу, как готовлю их я и как выкрутить на максимум весь вкус этого блюда. Сейчас, когда самый сезон вкусных ароматных овощей, просто грех этим не воспользоваться. Я набрал вот таких перцев. Они классные, ароматные, их удобно фаршировать и тушить. Что еще? Мясо, мясной фарш. Можно, конечно, и без него сделать какую-то веганскую версию, но это скучновато. У меня говяжий, но используйте любой, какой вам нравится. Рис и сравнительно много овощей. У меня здесь морковочка, лучок, помидорки, но это вот часть для соуса, часть для фарша. И чеснок. Обожаю чеснок, поэтому его много. Готовить все буду в одной посуде. У меня это казан, подойдет кастрюля с толстым дном, либо глубокая сковорода. Ну что, давайте начнем. И первое, с чего я начну, это рис. Я его замочу. Есть мнение, что нельзя использовать, например, сырой рис, потому что он слишком сильно разбухает и рвет изделие. Использовать приготовленный, то есть уже готовый, либо почти готовый рис мне тоже не нравится, потому что он слабо впитывает вот эти все соки, которые выделяет фарш. Поэтому я его замочу, потом промою и закину. Итак, рис замочен, можно заняться перчиками. С перцев срезаем верхушки, чтобы легче достать семена. Кто-то использует их в качестве крышечек, я же хочу превратить их во вкус, сделав частью начинки и соуса, в котором будут тушиться перцы. Если тебе лень читать описание, то здесь 1,5 килограмма. Лук нарезаем как можно мельче, а морковь трем на терке. Их нужно плюс-минус по 300 грамм из расчета на это количество перцев и 700 грамм фарша. Чесночок тоже измельчаем, его берите столько, сколько душе угодно. Как видите, у меня целая гора овощей, но эта гора сейчас серьезно уменьшится, потому что я намерен ее обжарить. Я вообще не сторонник использования сырых овощей для начинки фаршированных изделий, вот вроде перчиков. Во-первых, почему? Потому что овощи там будут вариться, они же не соприкасаются с жарочной поверхностью, маслом, а вареный лук, серьезно. То ли дело обжаренный, он уже более насыщенный, концентрированный, это касается и других овощей. Ну что тут объяснять, погнали готовить. Сперва отправляем жариться лук, как подзолотится, морковь и перчик. Никуда не торопись, пусть хорошенько обжарится. Где-то за минуту до того, как твое терпение иссякнет, закинь чеснок. Пахнет невероятно вкусно. Овощи еще слишком горячие, чтобы смешивать их с фаршем, поэтому пусть пока остынут. 2/3 я отложу именно на начинку, а треть пойдет в соус, в тот соус, в котором это все будет тушиться. А вот рис уже достаточно долго стоит, замачивается, поэтому его надо промыть и смешаем с фаршем. На это количество перчиков и фарша я взял 150 грамм риса. Вкусов теперь в этом фарше предостаточно, поэтому только соль. Вот, начинка готова, перчики уже давно готовы, пора их познакомить. Перцы нафаршированы, дело осталось за малым, их приготовить. Помните вот эти помидорки в самом начале? Надо их мелко порубить. Теперь вот эти помидорки отправим туда, вот к тем овощам, которые у нас остались, немножко потушим и сгружаем туда перцы. Как томаты растушатся, нужно хорошо посолить, влить кипяченой воды и перемешать. Теперь ровным строем выкладываем перчики. Вливаем еще кипяченой воды, чтобы их почти скрыло, и тушим под закрытой крышкой на среднем огне 35 минут. Выключаем огонь, добавляем любимую зелень и пусть постоят, поостывают еще минут 10. Ну что, пробуем? Обожаю. Все супер вкусно, все ингредиенты сработали как надо. А вот этот бульончик, который остается после тушения перцев, это вообще моя любимая часть блюда. Мне кажется, его надо приравнять к объектам наследия ЮНЕСКО. Вместе с жижкой от летнего салата. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Если да, то ставь лайк, подписывайся на канал, обязательно повторяй этот рецепт и бей в колокол, чтобы не пропустить новые рецепты, потому что мы выпускаем их каждый день. Пока!